китайской медицине есть множество заболеваний, которые нам неизвестны на Западе. Но что, если я вам скажу, что даже западная медицина в Китае несколько отличается? Например, слышали ли вы о таком синдроме, как синдром поперечного отростка третьего поясничного позвонка? Видите ли, у меня образование как китайского врача, поэтому если кто-то из моих зрителей изучал западную медицину в медицинском университете, то пусть он опишет этот синдром, если он ему, конечно же, встречался когда-то. В чем же проявляется этот синдром? Во-первых, конечно же, это боль в пояснице и в ягодице, которая может сходить по латеральной части бедра или колена у некоторых пациентов. Причем эта боль обычно односторонняя и усиливается при вращении или сгибании поясницы. Так чем же этот синдром отличается от обычного растяжения поясницы? Ведь и там встречается это чаще всего у пациентов после травмы, у них есть история травмы, а также встречается у мужчин среднего возраста, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Этот синдром не зря называют синдромом поперечного отростка третьего именно поясничного позвонка, потому что если вот на 4 сантиметра от этого остистого отростка этого позвонка нажать пальцем, то можно ощутить сильную боль, то есть пациент ощутит сильную боль, которая может пойти вниз по третьему поясничному нерву к бедру или колену. Также можно ощутить локальный мышечный спазм или даже вот такой небольшой на ощупь как узел, который на Западе как раз-таки называют триггерной точкой. Но это не единственный способ дифференциальной диагностики. Есть такие тесты, например, тест при поднятии ноги, когда пациент при поднятии ноги ощущает острую боль в пояснице. Это может быть свидетельством как и синдрома поперечного отростка, так и свидетельством протрузии или грыжи. Как же нам теперь отличить протрузию или грыжу от этого синдрома поперечного отростка? Вот для этого и нужен рентген. Самое интересное, что на рентгене обычно ничего не видно. Если это синдром поперечного отростка, то мы ничего не увидим. В редких исключениях можно увидеть удлинение поперечного отростка, деформацию или асимметрию с двух сторон двух поперечных отростков. Но обычно ничего. Что вы говорите, у вас похожие симптомы? Как же нам теперь бороться с ними? В китайской медицине это такие методы, как иглотерапия, банки, массаж тойна, также инъекция раствором даншин и вэлинсьен. Это раствор сильвия мельториза и китайского клематиса, а также особая техника иглотерапии под названием иглонож. Я даже знаю одного китайца, который со мной ходил на практику, который написал целую дипломную работу на эту тему – лечение синдрома поперечного отростка иглой ножом. Ну что ж, я надеюсь, эта информация была вам полезной. Не надрывайте ваши спины, ставьте лайки, подписывайтесь и все, наверное.